Глава 132. Селянь резко вскочил. Божество парчевых одежд. Тень, разумеется, не ответила, но и с места не сдвинулась, так и осталась стоять на месте. Селянь обеими руками коснулся двоих юношей и прошептал: «Не шевелитесь». Вскоре человеческий силуэт, издав легкий вздох, исчез вместе с налетевшим порывом ночного ветра, будто рассеявшись в воздухе. Селянь вдруг услышал, как в ворота красильной мастерской постучали. Троица обернулась на звук, Селянь спросил: «Кто там?» Снаружи послышался мужской голос: «Ваше Высочество, это я». Селянь подошел открыть и увидел за дверью мужчину с ясным обликом и видом человека честного и справедливого. Он переступил порог со сведенными за спиной руками, а Селянь немного удивленно спросил: «Линвэнь, для чего ты прибыла лично?» Линвэнь оправила рукава и ответила: «Услышав, что ситуация у вас сложилась непростая, я решила, что обыкновенные чиновники не справятся, поэтому пришла все осмотреть сама». «Приветствую, Ваше Высочество Циинь. Почему вы сидите на земле? Что с вашими лицами?» Это действительно была Линвэнь в своем мужском обличии. Селянь подошел к белому полотну, отдернул его и обнаружил лишь пустоту. Помолчав, принц обернулся и сказал: «Божество парчевых одежд явило себя». Линвэнь удивленно переспросила: «Что должно быть, это он, я не ошибся?» Молодой парень, высокий, выше меня примерно на 2 цуня. Судя по сложению, наверняка воин, обладающий исключительными навыками. Линвэнь, мгновение поколебавшись, переспросила: «Ваше Высочество, вы уверены?» На протяжении стольких лет божество парчевых одежд ни разу не являло себя людям. К тому же, вы ведь сказали, что не обнаружили среди 98 одеяний настоящее. Возможно, кто-то прибегнул к обману, чтобы ввести нас в заблуждение, боюсь, что нет. Только что, после очередных волнений, охвативших демонов, чтобы предотвратить побег демонических одеяний и защитить людей, мы заперли двери и окна, а я поставил магическую защиту. Изнутри никто сбежать не мог, попасть сюда снаружи тоже. В мастерской остались только мы втроем, кто мог прибегнуть к уловке. Задумавшись, Линвэнь спросила: «Получается, это на самом деле настоящее божество, которое столкнулось с особыми обстоятельствами? Или, возможно, тень, которую вы видели, погибшая душа, что вселилась в другие демонические одеяния?» Цуань и Чжэнь и Лан Ин сидели на корточках на полу, словно оцепенев. Тем временем Селянь и Линвэнь, как взрослые люди, стояли рядом, скрестив руки на груди, и серьезно обсуждали сложившуюся ситуацию. В конце концов Линвэнь предложила: «На мой взгляд, лучшим выходом сейчас будет отправить все эти одежды во дворец Линвэнь, чтобы мои служащие их осмотрели. Если ничего не обнаружится, на следующем собрании спросим остальных. В чертогах верхних небес всегда найдутся умельцы». Поразмыслив над словами бога литературы, Селянь кивнул. «Хорошо. Вот только задание поручили нам, и я намерен разобраться в нем до конца. Раз уж настоящее божество парчевых одежд находится здесь, я бы хотел испробовать все способы его найти. Если до завтра результата не будет, я передам тебе все 98 одеяний». Все-таки это дело первоначально не затрагивало дворец Линвэнь. Линвэнь ответила: «К чему такие церемонии, Ваше Высочество? Кстати, если соберетесь присылать одежды завтра, прихватите с собой 101». Селянь удивился: откуда взяться еще 3? Затем сразу же все понял. «Считаешь, что наши одеяния тоже могут попасть под подозрение?» «Такое вполне возможно». Селянь поднял рукав своего монашеского халата, из которого уже торчали нити от частой носки. «Моему халату уже около 5 лет, с ним наверняка все в порядке. На Ланне одежда новая, я купил ее недавно. Но он вовсе не послушался моих указаний. Поэтому думаю, что с ним тоже все хорошо». Принц говорил Лан Ину отдохнуть, но тот все равно шел рубить дрова. Велел послушно оставаться дома, но тот все равно отправился за ним. Линвэнь, однако, покачала головой. «Я не это имею в виду. Вашему Высочеству кое-что неизвестно. Зловредная ци от божества парчевых одежд очень велика,
И покуда оно находится здесь, ее влияние распространяется на другие, самые обыкновенные одежды. В общем, в целях безопасности, лучше вам больше не надевать ту одежду, в которой вы сегодня, а избавиться от нее. После ее слов Селянь поспешно снял с Лан Ина и Цуань и Чжэня верхнее одеяние, приговаривая: «Это носить нельзя, нельзя. Снимайте, снимайте оба. Что ж, тогда я завтра же отправлю все одеяния во дворец Линвэнь. Мне прислать за ними служащих не стоит, не стоит. Мне уже очень неловко, что каждый раз приходится тебя утруждать. Еще и заставил отправиться сюда лично. У вас там и без того дел не впроворот, лучше я сам». На следующий день Селянь с трудом упаковал всю гору одеяний в большие тюки и, в одиночку взвалив их на спину, отправился в столицу бессмертных. Линвэнь уже давно ожидала его в своем дворце. Сегодня здесь было не так многолюдно, как в обычный день, когда занятые своими делами божества сновали туда-сюда. Селянь развернул тюки, и демонические одеяния разноцветным потоком рассыпались по полу. Принц стер пот с висков. Линвэнь неторопливо подошла к нему и спросила, что-нибудь обнаружили. Селянь беспомощно вздохнул: «К моему стыду, ничего. Должен попросить прощения, ведь у меня не так много помощников. Не исключено, что я мог упустить что-нибудь. Вчера гора одежды была раскидана как попало, и могло ли искомое божество парчевых одежд сбежать, мне неизвестно. Мне все кажется, что я потерял пару вещей, но не слишком в этом уверен». Линвэнь ответила: «Не страшно», затем опустила взгляд и оглядела пол. «Действительно, кое-что вы потеряли. Ваше Высочество, кажется, вы не принесли одежды, что вчера были на юном демоне». Селянь сжал правую руку в кулак и ударил ею по левой ладони. «Ах, ты права. Я вспомнил, ведь потом Лан Ин по привычке вновь набросил на себя свою одежду, вот я и позабыл ее взять. Прямо сейчас вернусь за ней». Линвэнь улыбнулась. «Не спешите, Ваше Высочество, ступайте помедленнее». Однако Селянь никуда не ушел, а остался стоять на месте, при этом выражение его лица постепенно мрачнело. Линвэнь как раз намеревалась отрядить подчиненных, чтобы собрали демонические одежды, но когда увидела, что принц все еще во дворце и при этом вокруг больше никого, удивленно спросила: «Ваше Высочество, вы что-то еще хотели?» Селянь обратил к ней взгляд, окрашенный сложной палитрой эмоций. «Ничего. Просто. Я вот подумал, что если бы я принес настоящее божество парчевых одежд, ты бы сразу схватила его и спрятала». Стоило мне отвернуться, улыбка Линвэнь чуть померкла, но она все так же учтиво спросила: «Ваше Высочество», Селянь, спокойно глядя на нее, произнес: «С самого начала меня посетила одна смутная мысль». Линвэнь невозмутимо поинтересовалась: «Какая мысль?» «Обычные люди и простые демоны не осмелятся проникнуть во дворец Шинью. И если уж кто-то настолько хорошо знаком с дворцом Шинью, чтобы украсть оттуда охраняемую вещь и при этом не быть пойманным, боюсь, кроме самого Цюнь, это могла быть только ты, совершенный владыка Линвэнь». Все-таки Линвэнь часто приходилось наведываться во дворцы разных небожителей, и она настолько хорошо владела информацией о чужих владениях, что лучше просто некуда. Линвэнь, лучезарно улыбаясь, ответила: «Ваше Высочество, не слишком ли сильно вы полагаетесь на простейшие домыслы? Кому было проще всего сделать что-то, тот и является наиболее вероятным подозреваемым. По-вашему, выходит, что еще разумнее заподозрить владыку в краже на собственном посту?» Селянь кивнул. «Признаю, это действительно простейшие домыслы. Но с самого начала меня заставила заподозрить неладное та полуликая демоница. Что не так с полуликой демоницей? Она взяла фальшивое божество парчевых одежд и постучалась как раз в мою дверь. Разве случаются столь удачные совпадения? К тому же у нее на лице так и было написано: «Я подозрительная», словно она больше всего на свете боялась, что я не заподозрю неладного. Поистине завидная целеустремленность. И какова же была ее цель, разве она сама не сказала? Обменять старое на новое. Ей понадобилось старое одеяние, которое находилось в моем монастыре. Если вспомнить, как происходили события,
когда пропало божество парчевых одежд, во дворце Шинью заметили очень быстро и также быстро отреагировали, поиски начались незамедлительно. Поэтому, вероятно, преступник побоялся оставлять украденное у себя и на время где-то спрятал. В таком случае какой тайник будет труднее всего обнаружить. Хочешь спрятать дерево, спрячь его в лесу. Если бы селянь вознамерился спрятать божество парчевых одежд, он превратил бы его в неприметное холщовое одеяние и бросил бы на человеческом рынке, а сам стал наблюдать издалека. Подобные грубые одежды, по логике разумного человека, никто не захочет купить. Но жизнь селяня нельзя измерять общепринятыми понятиями. Он и сам носил монашеский халат с истершимися краями уже 5 лет, а денег у него хватило только на покупку подобных лохмотьев. К тому же сейчас главными требованиями принца к одежде являлись сохранение тепла и чистота. Он не стал бы перебирать товар, более того, у него имелись способности к тому, чтобы среди бесчисленных одежд, продающихся по низкой цене, выбрать самую опасную. Так и вышло, что селянь с огромной радостью за гроши выкупил легендарное божество парчевых одежд. Линвэнь ответила: «Ваше Высочество, вы перегибаете палку. Все-таки вы бог войны, и ясно как белый день, что справитесь в 2 счета с полуликой демоницей, что постучала в вашу дверь. И ни новую, ни старую одежду ей забрать не удалось бы. Ей действительно не удалось бы ничего забрать. Но кто сказал, что забирать необходимо? Если бы не случилось ничего непредвиденного, как бы развивались события, реши селянь, что полуликая демоница в самом деле принесла с собой настоящее божество парчевых одежд, он бы непременно доложил об этом Линвэнь. А затем Линвэнь, скорее всего, лично спустилась бы в мир людей, точно как вчера, и заявила бы селяню, что для верности следует доставить всю одежду, что присутствует на месте происшествия, во дворец Линвэнь. Но вот незадача, Цуань Ичжэнь находился рядом с принцем. Поразительно, но, испытав на себе действие божества парчевых одежд лишь единожды, он заимел опыт на всю жизнь и немедля смог распознать, что попавшее к ним в руки одеяние — фальшивка. Таким образом, явись Линвэнь в монастырь водных каштанов за всей одеждой, объяснить требования было бы не так-то просто. Информацию селяню предоставляла Линвэнь. Она же имела возможность в открытую задавать вопросы, чтобы в любой момент знать о его перемещениях. Когда полуликую демоницу раскрыли, Линвэнь немедленно отправила селяню новые сведения по сети духовного общения о множестве фальшивых одеяний, распроданных в призрачном городе, с которыми необходимо разобраться. Она подкинула принцу новое задание, чтобы у него не осталось времени поразмыслить над странными деталями. Селянь произнес: «Не знаю, ты ли стала источником тех фальшивых одеяний, но сведения действительно предоставляла именно ты. Этот шаг, видимо, был направлен на то, чтобы отослать меня из монастыря водных каштанов, а затем напасть на Лан-Ина». Но Лан-Ин неожиданно последовал за принцем. «Мне неизвестно, отвечало ли внезапное появление божества парчевых одежд твоим ожиданиям, но тебе не составило труда подстроиться под изменившиеся условия. Среди такого множества демонических одежд, когда все лежит вперемешку и нельзя распознать, где подлинник, где подделка, наверняка появится возможность потихоньку забрать настоящее божество парчевых одежд». А поскольку само божество явило себя, то Линвэнь получила возможность спуститься лично и открыто забрать все одеяния, включая те, что надеты на присутствующих. А как уж в итоге устроить проверку, как доказать, что среди конфискованных одеяний нет настоящего, и как объяснить тень, увиденную принцем, для дворца Линвэнь все это решаемо одной фразой. Здесь Линвэнь изобразила рукой останавливающий жест. «Ваше Высочество, пока остановитесь, хорошо. Значит, вы считаете, что Лан-Ин? Ведь так зовут мальчика. Вам кажется, что одежда на нем и есть божество парчевых одежд. Не забывайте, что он ведь не стал слушаться ваших приказов. Вы сами это говорили. А надо сказать, что божество парчевых одежд обладает огромной магической мощью, и даже князь демонов не стал бы исключением. Ты обмолвилась об особых обстоятельствах, с которыми столкнулось божество парчевых одежд. Что это за особые обстоятельства, думаю, тебе известно лучше моего, и, надеюсь, ты мне разъяснишь».
Лин Вэнь слегка нахмурилась, завела руки за спину и тихо произнесла: «Ваше Высочество, так вы уже твердо убеждены, что именно я украла божество парчевых одежд. Простите за прямоту, но это доставляет мне небольшое недовольство». Селянь чуть склонил голову. «Я приношу извинения». «Принимается. Однако, Ваше Высочество, если вы намерены настаивать на своем, я ничего не имею против. Предъявите доказательства. Все-таки до сего момента все ваши слова — это лишь догадки», — Селянь неторопливо произнес. «Доказательств до сегодняшнего дня у меня не было. И даже до того, как я переступил порог дворца Лин Вэнь, их тоже не было. Но только что они появились». Лин Вэнь сделала пригласительный жест рукой. «Прошу». «Доказательство в том, что несколько минут назад ты даже не попыталась сосчитать принесенные мной одежды». Выражение лица Лин Вэнь почти не изменилось, только складка между бровей стала чуть глубже. Селянь продолжал: «Демонических одежд действительно меньше, но только не на одну. На самом деле их здесь 88, недостает целого десятка. Я оставил внизу все одеяния, которые вызвали у меня малейшие подозрения. Но ты совершенно не обратила внимания на их количество и с первого же взгляда определила, что одежды Лан Ина здесь нет. В таком случае ответь, как тебе удалось обнаружить, что она отсутствует?» Лин Вэнь подняла руку. «Прошу вас, подождите». Без лишней спешки она снова пересчитала все демонические одеяния на полу и действительно поняла, что их лишь 88. Однако с прежним спокойствием произнесла: «Думаю, это можно объяснить внезапным промахом при всем старании». «Хорошо. Раз уж теперь ты внимательно все пересчитала, должно быть, просмотрела каждую одежду, одну за другой. В таком случае я должен сказать вот что: разве ты не заметила, что одеяние, которое вчера было на Лан Ине, находится среди этих 88 демонических нарядов? Ваше Высочество, что это значит?» Селянь присел и из кучи тряпья на полу выудил одну одежку. Встряхнув ее, он показал Лин Вэнь простую холщовую рубаху белого цвета. «Вот же она, та вещь, которую вчера носил Лан Ин. Почему ты не заметила ее при подсчете? Вашему Высочеству должно быть известно, что эти холщовые одеяния совершенно не привлекают внимания. И меня нельзя винить в секундной невнимательности. Действительно, внимание не привлекает. В таком случае, при всей дотошности и осторожности совершенного владыки Лин Вэнь, как ты могла вдруг заявить, даже не пересчитав одеяния, что эта неприметная вещица среди них отсутствует?» Легкая улыбка не дрогнула на лице Лин Вэнь. «Одежд слишком много, в глазах все разбежалось. Каждый день я просматриваю горы свитков, вот и рассудок слегка помутнел. У тебя не разбежалось в глазах, а как раз наоборот, зрение превосходное. Я скажу тебе еще кое-что: одеяние, что вчера носил Лан Ин, я действительно не принес. А то, что у меня в руках, лишь копия, которую я изготовил в точности по образцу первоначального. Впрочем, я сделал его со всей тщательностью и вниманием к деталям. Так как же ты поняла с первого взгляда, что настоящего одеяния Лан Ина здесь нет?» Лин Вэнь выглядела так, словно слова принца показались ей удивительными. «Право слово, неважно, настоящее или фальшивое, я не увидела ни того, ни другого. Ваше Высочество, вам не кажется, что вы взяли на себя слишком много заданий, и потому в обычное время не можете удержаться от излишних домыслов? Для чего вам без причины тратить время и силы на изготовление копии?» Увидев, что она уклонилась от выпада, Селянь добавил: «Я еще не закончил. И хочу сказать последнее». Он поднял белую холщовую рубаху повыше и спокойно произнес: «Эту простую рубаху я случайно выбрал из общего числа. И копия, которую я изготовил в точности по образцу, со всей тщательностью и вниманием к деталям, полнейший бред. Как ты и сказала, для чего мне без причины заниматься подобным, ты попалась. Эта рубаха даже по цвету отличается от той, что вчера носил Ланин. Ты не заметила подвоха, когда я задавал вопросы?» Держа ее в руках, Селянь неотрывно смотрел на Лин Вэнь. «Лин Вэнь, а теперь мне остается спросить только одну очень простую вещь. Какого цвета была вчера одежда на мальчике?» Лин Вэнь не ответила сразу,
только медленно подняла веки. Белая рубаха упала на пол. Селянь продолжил, величественный первый бог литературы, через руки которого ежедневно проходит несколько десятков тысяч больших и малых дел канцелярии верхних небес. Не может быть, чтобы ты обладала настолько плохой памятью. Почему же не в состоянии припомнить цвет одежды, которую вчера носил Лан Ин? Ты не можешь дать ответ. Поскольку опасаешься, что я снова проведу тебя, боишься поступить опрометчиво. Поскольку ты понятия не имеешь, какого цвета одеяние. Поскольку вчера ты видела на нем лишь старый мешок из холстины, без ворота и рукавов. Принц отчеканил по слову: способность божества парчевых одежд менять свой облик — не что иное, как крайне мощное заклинание отвода глаз. Однако, каким бы сильным оно ни являлось, никогда не возымеет действия для одного человека, того, кто создал его своими руками. Какие бы всевозможные формы ни приняло божество парчевых одежд, для своего создателя оно вечно останется тем, чем является на самом деле. Только что ты сразу разглядела, среди этих 88 демонических одеяний отсутствует странный холщевый мешок без рукавов и ворота. И, разумеется, сразу определила, что божества парчевых одежд здесь нет.